Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую. Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями, с духовным миром, с тонкоматериальными цивилизациями. И сегодня в этом видео очень интересная цивилизация. И мы сегодня будем говорить об объекте, который который был обнаружен в Солнечной системе, на окраинах Солнечной системы точнее. И он известен как нашим земным астрономам, как объект под названием 3И Атлас. По предположениям некоторых это комета большая, по предположениям других людей это астероид, потому что состоит из камней. И здесь присутствует сейчас несколько представителей. Во-первых, я хочу представить Ли Шиони сейчас с нами. Ли Шиони, приветствую тебя. Он будет, да, Ли Шиони с нами присутствует. Да, Мид Гаскау с нами еще присутствует. Мид, приветствую Да, тебя, да. тоже он пришел. И сейчас они говорят, что, да, приветствуют вас, что это космический, это Подожди, каменный. одну секундочку, Что? не спеши, пожалуйста. Это сейчас меня очень сильно просили, Ирин, чтобы какую-то галактическую интересную новость сообщить перед тем, как мы сейчас перейдем к этому кораблю. Ли Шиони, Мид Гаскаус, есть ли какая-то интересная межгалактическая новость, которая была бы интересна нам, землянам? Новость как раз и состоит в том, что вашу Солнечную систему очередная, ну, как налажена очередная экспедиция, которую вы вот видите, как вот это астероид. То есть это вот как новость для галактики. То есть все-таки это галактический корабль с нашими внеземными друзьями. Я правильно понимаю? Сейчас я объясню, да, сейчас. Это каменный объект. На его поверхности есть и водяной, так, да, лед, на его поверхности есть камни, а вот внутри него есть ну, такая искусственно созданная полость, в которой существуют, в которой сейчас находятся разумные существа. То есть показывают, что это тоже действительно это природный объект, но в который был искусственно внедрена, типа вот такой, как обшивка, я вижу внутри металлическая, и там находятся такие, как двигатели и каюты. Ирин, получается, это космический корабль, встроенный в в реальный объект, да, то есть? В природный объект. Ну, то есть взяли как большой камень. А скажи, пожалуйста, какой размер этого объекта вообще? Сколько он в длину, в ширину, этот объект? В длину он около 23 километров. Около 23 километров. А в ширину? Показывает около 600 метров. Ну, то есть это вот как вытянутый такой. Понятно. А что это, чей это объект? Кто в нем, в этом объекте находится? Какие цивилизации? А мы попросили их прийти. Этот, ну, корабль, он просто создан, он так и называется, корабль, созданный на основе астероида, потому что изначально это был астероид, изначально, да, потому что там есть скалы, показывает такой, как камень. И мы попросили прийти двух представителей экипажа корабля. Это экипаж, который управляет кораблем? Да, которые разрабатывают маршрут и которые устроили экспедицию. Так, и как их зовут? Показывает это представители, ну, я сейчас вижу представителей, да, Лишони говорит, что это представители инсектоидной цивилизации, но хочу сразу подчеркнуть, что на корабле не только они, там несколько цивилизаций. Сейчас он все расскажет подробнее, потому что он на этом корабле находится сейчас в физическом теле, а в астральном пришел к нам. Очень интересно. Так, его зовут Фу Их.
Фу, их, Фу, их. фу, их, фу и их, как-то вот так. Фу и их. Ну, фу Да, их. хорошее Фу, имя. фу их. Да. И он представитель планеты. Да, он мне сейчас говорит на своем языке, как Харшах. А на даральском это по-другому. А на даральском как это будет звучать? На даральском это планета Удибульга, которая находится, сама планета находится в созвездии Чаши. Созвездие чаши. Да. Мгм. Интересно. А что это за раса? Вот фу их представитель. Это раса инсектоидов. Он мне показывает сейчас свое тело, они меньше. То есть сейчас 1,10 м, 1,20 м у них рост. Такого белого цвета, крылья. И вот они похожи, как вот муравьи с крыльями, типа термитов таких. Мгм. Ну, сейчас вижу такой белый цвет. А они входят Входим, в Галактическую Фуих Федерацию? говорит, я вас приветствую. Мы входим в Межзвездный союз. Нет, в Галактическую Федерацию Света мы не входим, но в нашем корабле есть цивилизация. Я не знаю, как она будет на языке Дарала, но она называется на нашем языке Сумах. И она расположена в скоплении. Она не входит в Галактическую Федерацию Света, но она с ними контактирует, и она входит в Содружество плеядианских миров каких-то тоже там есть. Именно плеядианских. Но сам корабль был построен не там и не там. Он был построен на межзвездной базе, которая находится в созвездии Стрельца. Точнее, на границе созвездия Стрельца и Скорпиона. А кто строил этот корабль? Роботы, биороботы, которые принадлежали Удибульге, которые принадлежали колониям нашим. То есть показывают, что это совместный такой вот корабль, который был создан для передвижения по галактике. Он был создан в целях экономии материалов для создания сложных внешних HDA. То есть они его как обшивку использовали, вот этот вот камень. Астероид, да, который? Да. А, Это делается просто, ну то есть на нашей планете принято относиться к ресурсам космоса так, что мы берем какой-либо природный объект и делаем его пригодным для космических путешествий. Мы просто наши роботы в этот астероид поместили двигатель. Но он не такого типа, как у других кораблей межзвездных. То есть это не гравитационный двигатель. Он использует частично магнитно-полевые двигатели, а частично иногда он использует проколы вакуума для извлечения свободной энергии. То есть преображение эфирной энергии торсионных полей в энергию кинетического движения в физическом пространстве. да, дорогие друзья, у нас сейчас работает чат Ютуба. Я буду читать ваши вопросы из этого чата, поэтому можете не стесняться писать вопросы в чате. Поэтому задавайте любые вопросы. Я знаю, что одни из контактеров уже проводили то же самое прямые эфиры с экипажем этого корабля. Да. И ставьте лайки и действительно делитесь этим эфиром, потому что это очень сенсационная новость, которая нужна необходимо землянам. Потому что земляне думают, что нас летят захватывать инопланетяне. Ребята, поэтому делитесь этим эфиром для того, чтобы люди поняли, что никакого захвата инопланетян нету, просто это действительно реально галактическая миссия цивилизации, которую мы сейчас будем с вами дальше узнавать. Всего на корабле сейчас находится 322 разумных существа. 322 разумных существа? Да. Понятно. И
400, так, пока 495 роботов, ну, биороботов. А сколько раз, Разных типов, да. находится на корабле разных рас? 5. А можно рассказать немножко по поводу этих рас? Откуда эти расы? Какую цель эти расы преследуют в этой миссии? Уди-Бульга, 2 ее колонии в созвездии Ориона. Ну да. И Сумак, и еще одна цивилизация в Плеядах, как-то Флакаш, Флакиаш. Это цивилизация похожа больше антропоморфная. Я вижу тоже вот как людей с таким голубоватым цветом кожи, как андромедианцы, но у них другой разрез глаз, то есть ближе к вискам. И такой более такие маленькие глаза, и большой вот такой, как большая нижняя часть лица и подбородок. То есть у них другое лицо, не как у шиморцев. Но вот такой голубоватый цвет кожи, более светлый. И рост у них более такой маленький. То есть вот как, если у шиморцев там больше 2 метров, то у этих флакиаша, который в Плеядах находится, это Галактическая Федерация Света, они туда, он сейчас говорит, что туда входят, и ростом они больше как земляне. Мгм. Я просто не, ну да, вот сейчас Лишоня говорит, просто в Кассиопее, ну, через Ирину не передавалась подробная информация о структуре цивилизации Галактической Федерации Света, а они имеют контакты и с Межгалактическим Союзом, то, что называют Межгалактической Конфедерацией миров, и с Плейдианским Союзом миров. То есть у них там такие как дипломатические связи со многими представителями цивилизации. Но это древняя раса, Удибульга или Флакиаш? флокиаж, которая... Это, да, это древняя раса, ей больше 200 миллионов лет. Ну, то есть можно по сравнению с другими расами сказать, что она очень древняя и давно занимается изучением нашей галактики, правильно? Фуих говорит, мы тоже древние. Кто-кто? Фуих говорит, который с Удильбульги, вот это термитная цивилизация, мы тоже А древние. сколько вашей расе? Нашей расе 350 миллионов лет. Ого, еще даже старше, чем... Да, и в созвездии Чаши мы уже переселились на эту планету, потому что наша прежняя звезда стала более тускло светить, то есть она как стала меньше давать тепла, и она как раз располагала в созвездии Гидры, и потом мы переселились в созвездие Чаши. Дорогие друзья, вы задаете вопрос, есть ли на корабле Анунаки. Я вам хочу напомнить, что Анунаки переводится как «пришедшие с небес». Поэтому те цивилизации, которые там находятся, можно назвать и анунаками. Я правильно понимаю, Ирина? Ну, если на языке анунаки это слово земное, это слово на одном из языков Земли, точнее на шумерском, то есть на котором говорили шумеры, да, есть данные, что они всех так называли этим словом, как пришельцы с неба. Ну, то есть вообще всех не отличают. А вот еще вопрос. Вот точно такой же объект недавно прошел тоже по нашей Солнечной системе. Он назывался Оумуамуа. И еще был один, показывает, как еще поменьше был, который тоже прошел как комета. Он у вас регистрировался как комета. Это тоже были представители нашей цивилизации, но там были корабли только отдельных исследователей. А у нас большая туристическая миссия, в ходе которой планируются высадки на спутники Юпитера, на Марс, на Венеру, ну, возможно, и посещение Земли, конечно, если вы не будете против. То есть, возможно, даже посещение Земли, Ну, если мы будем не против. с туристическими целями. Потому что у нас вот эти вот, которые летят, они летят специально таким как каменным астероид. Да, это достаточно медленный способ передвижения, потому что он не использует гравитационные двигатели, но корабль такого типа проще построить, чем обычный корабль для межзвездных
перелетов, использующих гравитационный двигатель. И поэтому, ну, как так сказать, цена билета на него, ну, можно так сказать, более доступна, если говорить вашим земным языком. Скажите, пожалуйста, а какая вообще цель этой миссии? Вот вы сюда долетели, получается, на одной и той же скорости, или вы до нашей системы как-то друг... Ускорялись. Не, сейчас мы снизили скорость, потому что уже вошли в пределы Солнечной системы, потому что Солнечная система начинается на расстоянии около 2 световых лет от Солнца. То есть это вот такое, как облако пыли и камней, которые вы называете кометами, да, и да, космической пылью. Это, это облако распространяется примерно 2 световых года от Солнца, и там же начинается зона его гравитационного влияния вашей звезды. И потому что мы вошли уже в зону гравитационного влияния Солнца, сейчас мы используем для движения магнитополевые двигатели, и мы летим на равномерной скорости. Ну, иногда бывают, сейчас показывают такие, ну, как небольшие такие толчки ускоряющие, для того, чтобы изучить вашу Солнечную систему, ее внешние планеты. Плутон, Нептун и их спутники, и ту планету, которая находится за Плутоном. То есть показывает, как это там есть и ученые, и в то же время просто туристы, которые туда как бы купили билет. То есть и ученые, которые изучают нашу систему, есть и туристы, которые просто приобрели билет для того, чтобы познакомиться с нашей галактикой, С вашей Солнечной системой, с нашей звездной Солнечной системой. системой. Да. Да, они знали, что это путешествие займет большое количество времени, и они на это готовы. То есть им, наоборот, как интересные, более длительные такие путешествия. Понятно. А какой срок вашей жизни, вашей цивилизации, вот Фуих? Это инсектоидная цивилизация, которая вот 350 миллионов лет. Срок жизни вашего индивида. Ну вот наша планета обращается вокруг нашего планеты Уди-Бульга, обращается вокруг нашей звезды примерно около чуть больше 16 земных лет. Угу. Мы живем, если считать по оборотам нашей звезды, мы живем 250-300 лет. То есть надо умножить на 16. Ну, это составляет около ваших, 3000 лет. ну, до 2500-3000 лет. До 3000 лет, да? 2,5 показывают 3000 лет. А вот другая цивилизация, которая с вами рядом находится, я, к сожалению, сейчас Харшах, по-моему, созвездие чаши. Созвездие чаши это ее Это само Уди-Бульга. название. Да, вот еще цивилизации, которые... Вы сказали, там еще 4 цивилизации, но назвали почему-то только некоторых из них. 2 у Ориона это наша колония просто. Это ваши колонии, да? Да. И 2 цивилизации, соответственно, вот синей кожей одна цивилизация, а другая еще... А другая, вот эта вот цивилизация ее, вот, которая, да, она, там всего как один представитель находится, и он входит в галактическую, вот эту вот, то есть не в галактическую, а в союз вот этих плейадианских миров. И он показывает, как-то на ташиганца больше похож, ну, с более белой такой кожей. Но он там один. Это ученый-исследователь. И он, ну, как вот сейчас показывает, обособлен от всех, что это значит. Ну, то есть он как в отдельной каюте находится и ведет там как бы свои исследования. И особо не контактирует с персоналом. Вот так. А почему он особо не контактирует с персоналом? Потому что он
Мы не задаем такие вопросы, и это его только личное дело. То есть это вот как купил себе, ну как вот каюту такую, что ли, и показывает, как он там находится, и делает какие-то расчеты. Очень интересно. Так, Ну, просто я сейчас сказала, вот который Фуих, он просто представитель этого корабля. То есть я представитель экипажа корабля, который отвечает за эту экспедицию. Можете, ну, по вашим земным понятиям, там. я понял. Ну, капитан Тирми. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли у вас какая-то конкретная, вот, может быть, миссия помощи нашей Солнечной системе? Может быть, вы прилетели сюда там помочь пройти нам на нашей планете какие-то определенные энергетические взаимодействия с новым квантовым Этим переходом? занят цивилизация, которую вы называете цивилизация Аштара. Она за это отвечает. Она отвечает за то, чтобы а, синхронизировать и гармонизировать все потоки галактических, все потоки энергии из галактики, из центра галактики в том числе, направленные на Землю для помощи в квантовом переходе. То есть вот это, тот флот Аштара, который существует вокруг Солнечной системы, он этим занимается. Мгм. Я с ним знаком, просто мы с ним знакомы. А есть ли у вас на корабле представители тонкоматериальных цивилизаций, которые помогают, либо, может быть, Да, присутствуют? есть у нас представители, конечно, тонкоматериальных цивилизаций. Это те представители, которые отвечают за этот астероид. Да, я знаю, я в курсе, что ваши ученые назвали его кометой. По нашим меркам, это астероид с искусственно встроенной частью. И причем показывают, как где-то снизу этого астероида какие-то такие, как круглые отверстия, через которые вот могут вылетать какие-то вот как шлюпки, что ли, похожие на небольшие летающие тарелки. Ну, не а вот такие, как маленькие корабли, ну вот в которые можно садиться и путешествовать. То есть они вот буквально там 7-8 метров, вот такие, как круглые. Да, скажите, пожалуйста, Тарелки с летающие. какой скоростью ваш корабль летит в нашей Солнечной системе? Сейчас? Да, Ну, около 60 километров в секунду. отлично. А с какой скоростью может лететь ваш корабль, максимальной скоростью? Максимальной скоростью на магнитополевых двигателях, учитывая нашу массу и мощность учитывая массу нашего корабля и мощность наших двигателей, может быть 125 километров в секунду. Ну, то есть это меньше, чем, например, традиционные магнитополевые двигатели, потому что у нас именно двигатель такой мощности и потому что большая масса самого астероида. Понятно. Но мы можем ускоряться за счет использования второго двигателя, который использует точечные проколы вакуума для извлечения энергии торсионных полей, и в этом случае скорость корабля может доходить до 30 световых. 30 световых Ну, лет. то есть вот как ускорение такой, вот как прыжок, только не гравитационный прыжок, как у вас традиционно понимают, а именно вот ускорение корабля. А, а, Гравитационные и временные нарушения во время, да, потенциальные нарушения на этой скорости, они нивелируются, то есть они нивелируются, то есть уничтожаются тем, что вокруг корабля создается торсионно-магнитополевой такой кокон, который защищает от перегрузок и от разрушения те материальные объекты, которые превышают скорость света. Очень интересно. А если у вас для нас подарки, для землян? Да, свет нашей любви. Самый лучший подарок — свет вашей любви, да?
конечно. А вообще, куда вы летите, куда вы направляетесь? То есть наша Солнечная система – это одна из систем, которую вы будете посещать? Да, дальше мы пролетим Солнечную систему и показывает, что после того, как мы отлетим от Солнечной системы около 5 световых лет, вот он как развернуться в другую сторону и будут направлены в созвездие, да, в созвездие Гидры. Там есть такая планета, она не населена разумными существами, но она там и тоже интересна для изучения в связи с интересными климатическими и условиями там, и уникальным микроклиматом, который интересные как бы формы жизни создал, показывает, что у них есть данные об этой планете, но она еще не изучена. То есть они как полетят на другую... Сейчас я переведу. Они полетят после Солнечной системы на другую планету для изучения какого-то там микроклимата. Мгм. А вот вы говорили, что будете на спутниках Юпитера высаживаться, Марса, там других На планет. Марсе, да. А для чего нужны эти высадки? Исследования тоже микроклимата, тонкоматериальных цивилизаций. На Марсе тоже будем исследовать артефакты, остатки, которые остались после войны в Солнечной системе. И на Венеру тоже отправим, такой, как показывают, типа как летающую тарелку. Ну, сам вот этот астероид показывает, что он не будет никуда приближаться и садиться, потому что он не приспособлен для посадки на планету. Он приспособлен только чтобы в космосе летать. То есть у него нет таких приборов, чтобы можно было войти в атмосферу и сесть на планете. Будут только вот эти, да, летающие диски. Понятно. А скажите, пожалуйста, а почему вы не стесняетесь показываться нашим ученым, которые вас могут наблюдать в телескоп? То есть почему мы не замаскировались под обычную комету? Ну да, Ну, астероид, комету там обычную, чтобы не обратить на себя внимание? да. А по той причине, что мы решили таким образом, это было решение нашей цивилизации, и мое тоже, показать земным ученым тот феномен, который они не смогут объяснить да, который они не смогут объяснить, не применяя довод, что существует разумная жизнь, кроме Земли. То есть это вот как подсказка такая. То есть это загадка, подсказка для наших ученых о том, что есть разумные формы жизни в нашей галактике, в нашей Солнечной Ну вот системе. сейчас Лишони говорит, они действуют точно так же, как те цивилизации, которые оставляют круги на полях. Они дают подсказки, но напрямую не вмешиваются. Мгм. Да, я помню, дорогие друзья. Я помню, как это, она нам рассказывает про круги на полях, что там есть специальные инопланетяне, которые, а, ну, как бы специальные инопланетные ученые, которые формируют рисунки и потом с помощью там зондов, кораблей рисуют на полях, чтобы показать людям, что это не могли люди сделать. Помнишь, она Да, 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 рассказывали? помню. Вот они тоже типа того. Только круг, интересно, будет круг от них. А вот скажите, вот такие вот исследовательские миссии, они вообще для чего нужны? Что вы находите нового в этих исследовательских миссиях, вот особенно в нашей Солнечной системе? Ой, Солнечная система вообще была очень интересна, была и есть очень интересна для многих цивилизаций. И в связи с тем, что на Земле сейчас наблюдается рост интереса к Межзвездному союзу,
Галактической Федерации Света, рост числа контактеров с цивилизациями Межзвездного Союза, то ваша планета Земля часто попадает в сводки галактических новостей. И в связи с этим вами заинтересовались еще больше цивилизаций и отдельных ученых из этих цивилизаций, которые, и я один из них, я не только капитан корабля, я являюсь ученым астронавигатором, астрономом, планетологом, и я тоже заинтересовался вашей планетой, исходя из того, что она часто попадает в сводки галактических новостей в связи с контактерскими, то есть в связи с деятельностью контактеров с Межзвездным Союзом, которые там происходит. И поэтому мы летим еще не только для того, чтобы исследовать Солнечную систему, но и для того, чтобы показать нашим земным братьям, что несмотря на разъединение, которое устроили деструктивные силы Вселенной, мы все равно с вами. А что за разъединение устроили деструктивные силы Вселенной? Это что такое? Разъединение между вашей цивилизацией и Межзвездным Союзом и Галактической Федерацией. А как они это устроили? С помощью создания негативных образов негативных образов космических пришельцев, как вы говорите, пришельцев, с помощью создания образа, с помощью создания эгрегоров войны, насилия, жестокости и тому подобных эгрегоров, которые делают невозможными присоединение к союзам ноосферы, планет которых очищены от этих деструктивных энергий. А вот скажите, пожалуйста, вот вопрос спрашивают, а зачем использовать корабль 24 километра длиной для всего лишь 350 существ, которые находятся на корабле? Кроме существ, там есть вот эти как приборы, в том числе обеспечивающие жизнь, атмосферу, кислород, запасы пищи, и не просто кислород, а особую газовую смесь, которая подходит представителям разных цивилизаций, потому что в каждую каюту подается определенная смесь, которая подходит для представителей той или иной цивилизации, потому что там представители не одной цивилизации. И все это тоже занимает место, все это занимает ресурсы, тем более, что для работы двигателей магнитополевых нужны элементы кремния, углерода и воды, которые роботы, которые специальные системы, встроенные в сам вот этот астероид, добывают из его веществ и используют как топливо. То есть это вот как это понятно, что там внутри такая капсула с живыми существами, но он еще и весь пронизан какими-то такие, как трубочки, я вижу, вот как каналы, и по ним поступает, вот как в автоматическом режиме, измельчается типа порода, вот такая, как пыль становится, и поступает в его как двигатель. То есть это вот все у них, он всегда говорит, как у нас каждый миллиметр пространства продуман, потому что, что 24 километра. Там нужно разместить и двигатель, и разместить те приборы, которые перерабатывают скальные породы в тот вид топлива, который нам нужен, а для этого, можно сказать, нужен мини-завод. То есть это не так просто. Есть предположение, что вы сюда к нам прилетели, и вы с нашей Земли хотите взять какие-то ресурсы для вашего корабля. Это правда? Мы хотим изучить ваши земные организмы, поэтому, возможно, будет, и скорее всего, у нас есть биологи в составе нашей экспедиции, будут взяты пробы растений, насекомых и животных для изучения. Это и есть те ресурсы, которые мы хотим у вас взять. Ну, конечно же, с разрешения плазмоидных цивилизаций Земли, которые их создавали, и наши специалисты
уже вступает с ними в астральный контакт для того, чтобы договориться, где и как можно это осуществить. Мгм. Скорее всего, это будет, да, и мы хотим не только земные, то есть с поверхности Земли взять организмы, но и с глубин океана, потому что у вас там тоже очень интересная жизнь. Поэтому сейчас ведутся переговоры с Тихтянской, с, Тихте, с базой планеты Тихт, которая находится на дне Тихого океана. А базы, которые находятся на Земле, уже знают о вашем пролете мимо, точнее, в нашей Да, Солнечной конечно, системе, да? знают, да, конечно. А где вы будете останавливать корабль для того, чтобы спустить пилотируемые модули для контакта с Землей и посещения различных инопланетных баз Земли? А зачем его останавливать? Он так и будет лететь. То есть это вот как тарелки из него выйдут, полетят, а потом вернутся, догонят его. То есть они будут просто... в них будет такой двигатель, который... Да, не то, что догонят его, они прилетят на Землю, когда он еще не приблизится к Земле. То есть мы планируем посещение раньше, чем наш основной корабль-астероид будет пролетать мимо Земли, и потом просто вернуться на него. Для этого не надо останавливать. А на каком расстоянии от Земли будет пролетать ваш корабль-астероид? Ну, больше 250 миллионов километров точно. Это получается рядом между какими планетами получается? Мы будем ближе всего пролетать к Марсу, ну, а также к Юпитеру, и там тоже будем, и туда тоже будем посылать вот эти как космические вот эти диски. То есть показывает, что это расстояние будет меняться. Сейчас мне показывают схему. Сейчас. Я сейчас ей показываю схему с экрана своего корабля. То есть мне сейчас показывает, где Солнце, где Земля, там Марс и как летит корабль, то есть вот как траекторию. И я вижу, что он мне показывает, что когда этот астероид, ну, в котором встроен вот этот вот корабль, когда он будет пролетать на месте Земли, ну вот как бы по ее орбите, Земля будет как на другой стороне от Солнца. То есть вот как он за Солнцем, что ли, будет. Вы будете за Солнцем находиться, да? Ну да, ну вот когда он будет пересекать вот это пространство, и Земли в этом пространстве не будет, она как на другой стороне будет. То есть вы То будете, есть как раз на месте Глории, да? вы будете прятаться за Солнцем, правильно я понимаю? Почему прятаться? У нас так, Так построен маршрут? у нас так построен маршрут, да, и он построен так, потому что на это еще влияет гравитация таких планет, как Уран, Сатурн, Юпитер, то есть вот эти вот крупные планеты. Просят, пожалуйста, чтобы вы не потрошили коров, наших животных не трогали. Это вы будете изучать наших животных? Что значит не потрошили коров? Ну, почему-то думают, что инопланетяне потрошат коров. А вы? Потрошим ли мы инопланетян? Коров. Ну, потрошим. Почему вы потрошите тогда сами? Для того, чтобы их есть. А для исследования, значит, очень, он мне сейчас как бы сказал, интересная психология. Значит, для того, чтобы есть, потрошить можно, а для исследований нет? Ну, это такая. А скажите, есть ли у вас вообще... Лишон ему объясняет, что мы цивилизация, которая едим мясо. Скажите, пожалуйста, еще вопрос. А с вами вот в контакт еще другие контактеры вступали? Прилетали к нам в Австралию, вступали в контакты, уже о нас многие знают. А, Да, вы не первые, и да, хорошо. И Ирина тоже посещала наш корабль в Австралии с группой людей. Да, было. Я сейчас просто расскажу. Было просто астральное путешествие на этот корабль.
где мы уже с ним знакомились, и тоже там я видела инсектоидные цивилизации, я уже об этом рассказывала. И кроме Ирины и группы ее людей, которых она сопровождала на наш корабль в астральных телах, были и другие контактеры, и отдельные просто люди, то есть как группы контактеров, и вот как отдельные контактеры, и их кураторы, которые к нам прилетали в Австралию. То есть это вот как видно, что вот как нами заинтересовались, показывает, вот мы как вызвали внимание. Понятно. Вот они спрашивают, есть ли на самом деле за Солнцем планета Глория? Да, на 6 уровне плотности у нас есть с ней видео. Да. У нас есть видео с представителями Глории. Она есть, но она находится на 6 уровне плотности. Для нас это, ну, просто невидимое такое пространство, но на тонком уровне там планета, на которой живут действительно вот жители ее, плазмоиды. Вот спрашивают, а какое у вас питание на корабле? Чем вы питаетесь? Созданными искусственно составами, как вот порошок, типа какого-то белого порошка показывают, в котором необходимы нам белки в форме аминокислотных комплексов, микроэлементов, подобранных для нашего организма. Что-то типа вот детского питания, которое они в воде разводят. По крайней мере, что-то вижу типа сухого молока. А собираетесь ли вы вообще налаживать контакт с нами, с землянами, и передавать какую-то информацию нам? Ну, если будет двухстороннее, да, у нас к вам есть интерес. Если он будет взаимным, то есть если это будет двухсторонний интерес, то, конечно, мы готовы к контактам, и я готов передавать информацию, например, по своей специальности, там, планетологии или что вас заинтересует. Мгм. Так, будете ли вы подавать землянам какой-то сигнал, намекая на то, что вы являетесь разумными существами, и то, что это не просто астероид, а летающий корабль? Когда мы уже будем покидать Солнечную систему, то мы включим, у нас уже есть план включить двигатель, извлекающий свободную энергию от вакуума для ускорения. И он будет включен для вот такого как рывка, ну, то есть это как не прыжок, а вот такой как рывок, чтобы выйти из притяжения, чтобы быстро выйти из притяжения Солнечной системы и пролететь вот это вот кометное облако, которое называется облако Оорта вокруг Солнца. И это будет видно с Земли, вот как такое, как ускорение. Вот как ускорение полета. То есть, наблюдая за вашим кораблем, мы сейчас можем нашим ученым сказать, что вы потом, выходя из нашей Солнечной системы, будете ускоряться своими двигателями. Но это будет не сразу, это будет где-то в следующем году, ну, в районе, показывают, как конца января, начала февраля. В конце января, в начале февраля? Да, вот как вот сейчас вот Лешионик говорит, вот если по нашему календарю смотреть, Январь-февраль, да? но это вот будет как ускорение такое. Мгм. Да, его должны зафиксировать ваши приборы. И, да, и у нас есть еще информация, вот сейчас Фуй говорит так, у нас есть информация о том, что среди ваших ученых, которые относятся не только к работе науки, но и к военным разработкам. Понимаешь, о чем я? Ну-ка, Вот как есть ученые, которые работают на военной структуре. да, У нас на Земле. И нам стало известно, у нас есть такие как антенны, которые перехватывают ваши, как бы вот как радиосообщения, телевизионный сигнал. так, и? Стало известно, что среди ваших ученых и военных структур вашей планеты есть такой план
направить навстречу, на перерез нам один из своих спутников земных, космических аппаратов, который сейчас находится недалеко от Юпитера. Я бы не советовала вам это делать, потому что у нас есть электромагнитное поле вокруг корабля, которое может повредить ваш космический корабль, космический аппарат, вывести его из строя, и он потеряет управление и может быть притянут Юпитером, войти в его атмосферу или упасть на один из его спутников. То есть я вам этого не рекомендую делать, потому что у нас есть защита, которая может испортить ваш корабль. Мы ему вреда не причиним, но просто она может автоматически сработать. Потому что у нас есть электромагнитное поле, которое защищает вот этот корабль-астероид от столкновения с различными, да, крупными и мелкими объектами. Я понял. А можно ли вас попросить как-то, допустим, обозначиться нашим ученым и землянам, что вы все-таки представители внеземных цивилизаций? Что значит обозначиться? Что ты под этим понимаешь? Ну, вот тут было предложение нарисовать какую-то букву на корабле, которую мы сейчас попросим. Вы ее не увидите очень далеко. Очень далеко. Даже когда, я уже сказала, что когда мы будем пролетать на расстоянии 250 миллионов километров от Земли, это как раз будет заслонять Солнце, показывает, вот как оно будет мешать смотреть вам в телескоп. И даже если мы не букву напишем, а просто какое-то слово. А сместить корабль ближе к Земле это невозможно, потому что вот нарушится вот это вот гравитационное взаимодействие с планетами Солнечной системы, которое позволяет держать как траекторию. То есть у него там уже показывают, у них уже как выверенная траектория этого астероида. А еще говорят, что ваш корабль – это какой-то ковчег, который может собирать и перевозить большое количество различных существ. Ну, прям небольшое количество. Вот у нас есть сколько мест, они практически все заняты, но у нас есть 48 свободных мест еще показывает. Улыбается, Лишоня улыбается, говорит, сейчас, да, Лишоня улыбается, говорит, ты сейчас сказал про свободные места, сейчас земляне будут писать, возьмите нас на эти свободные места. А можете ли вы действительно с согласия самого землянина забрать землянина с этой планеты? У нас нет таких полномочий вступать в свои физические контакты, мы не получили такое разрешение. Нет полномочий для вступления в физический Для контакт. этого нужно разрешение вашей. Для этого нужно разрешение региональной группы ученых, которая называется Совет по контактам с Землей. И мы туда не подавали таких запросов, потому что нужно мотивировать, собственно говоря, контакт для чего. Я понял. Если я объясню, они просто исследователи, они могут появиться на Земле на летающих тарелках, но их исследование будет касаться природы Земли. А есть ли какая-то практика, либо какой-то, может быть, медитация, там, какое-то действие для того, чтобы люди, земляне, могли вступить с вами в контакт? Астральные путешествия. Уже вы у нас были. Нам понравилось с вами общаться в Австралии, и мы вас еще приглашаем. Ирина, скажи, пожалуйста, а ты проведешь еще онлайн-практику астральных путешествий, чтобы здесь, на YouTube-канале, люди могли с тобой вместе присоединиться? Так И здесь было на YouTube-канале, здесь и было. здесь и было, да? Ну, конечно, у нас же астральные путешествия здесь же проводятся. Да. Ну, может быть, еще раз провести, попробовать эту практику, для того, чтобы те люди, которые сейчас увидят наш эфир, могли присоединиться потом к этой практике? А она же доступна, то есть вы туда же а это же астральное путешествие сохранено, и выйдя через него, можно попасть на этот корабль. То есть она же у нас есть в каком-то.
по-моему. Да, есть в Академии Ирины Подзоровой Уже сохраненное астральное путешествие. Да, можете зайти в Академию, взять это астральное путешествие и через настройку этого астрального путешествия попасть на корабль к нашим межзвездным друзьям, Да. которые пролетают. потому что при выходе я там говорю настрой именно, чтобы попасть туда. Да, и если вам интересно действительно наше сообщество, наши контакты, вот с левой стороны в углу есть QR-код, вы можете присоединиться к нашему сообществу и уже дальше через это сообщество узнавать всю информацию, новые новости о нашем проекте Кассиопея. Так, теперь я буду делать акцент на вопросах, которые задают в чате. Можете ли вы остановить войну в Украине? Остановить войны на вашей планете можете только вы сами, отказавшись воевать друг с другом. И это ваш выбор. Как мы можем препятствовать выбору других разумных, как мы можем препятствовать выбору разумных существ, которые хотят убивать друг друга из-за политических, религиозных и территориальных разногласий? Как вы оцениваете вообще обстановку с контактерами на планете Земля? Готовы ли люди вообще к контакту с внеземными цивилизациями? Знаете, очень сложный для меня вопрос. Я изучал схему устройства общества на вашей планете, работу контактеров, потому что я уже говорила, что я интересовался Землей, которая попадает в галактические сводки новостей именно из-за работы контактеров с Межзвездным Союзом на вашей планете. А что за сводки? Какие новости вообще дают? Ну, дают новости, как развиваются контактерские проекты, какие у них там трудности. То есть, короче, мы туда тоже попадаем. И какие у вас новости, как развиваются контактерские проекты, какие у них трудности? Ну, сообщают о том, что как общество, что часть общества негативно реагирует на сообщения об Межзвездном Союзе, о том, что существуют другие миры, по той причине, что инопланетные цивилизации делают это скрытно, закрыто в режиме, и у большинства землян нет понимания, что этот закрытый режим, контактов только через контактеров, создан вами самими, вашими усилиями по созданию деструктивных эгрегоров. Поэтому представители Межзвездного Союза составляют духовный договор, или, как вы называете, контракты с теми разумными духами, которые воплощаются на Земле и становятся контактерами заранее, для того, чтобы эти люди могли стать проводниками их знаний для Земли. Мгм. А для этого контактеру тоже необходимо следить за своей энергетической, моральной и этической чистотой или вовлекаться в деструктивные эгрегоры. А что значит не увлекаться в деструктивные эгрегоры? Не Может, становиться причастником эгрегоров войны, насилия, жестокости, каких-либо темных эзотерических практик, типа, как вы называете, черной магии. а, Иначе, даже если это произойдет, контакт с таким контактером, он прерван не будет, потому что кураторы будут стараться этого человека, этого контактера снова привести к высоким вибрациям, к свету, но существует большой риск, что сам такой контактер прервет контакт. Скажите, пожалуйста, а вот вы, когда будете направлять корабли сюда, на Землю, какие страны и города вы будете посещать? У нас есть план, что мы будем посещать разные широты Земли. Я еще не полностью ознакомлена с вашим политическим устройством. Так, он мне сейчас показывает как типа глобус.
Интересно. Пока планируется на данный момент, но это может меняться, это планируется 15 экспедиций на вашу планету. И вот эти тарелки, они как будут вокруг пролетать. И в том числе я вижу и на территории России тоже. И в зоне экватора, вот как, и вот где вот такие, да, Тихий океан, и Австралия, Антарктида, вот горы, Китай, вот это как высокие горы, вот где Тибетское Нагорье, Северный полюс, то есть, ну, как бы разные климатические вот эти вот условия. Ну, контакта с представителями Земли вы не планируете? Физически нам нужно разрешение, мы не будем нарушать закон. Мгм. Астральные, пожалуйста. А можно ли вас попросить посетить, посетить рядом наш Воронежский центр? Да, я, конечно, да, конечно, вы можете подать такой запрос. Ну, показывает, что это как возможно, ну, просто, значит, посетить центр. Это будет просто пролет над Да, центром. да, пролет над центром возможен вообще? У нас есть договор с Межзвездным Союзом, чтобы эти пролеты над Землей не создавали, ну, вот такой, как да, панику и ажиотаж среди населения. То есть это будет просто, ну, вот как звезды, как спутники летают. То есть они не будут слишком низко спускаться, чтобы это был как тарелкой. Ну, то есть, ну, по крайней мере, такого не планируется. Да, я благодарю, я понял, я знаю эти правила. Я просто на всякий случай Да, он спросил. знает эти правила, просто он для людей спросил, кто Да, потому спрашивает. что люди у нас спрашивают, можно ли вас увидеть, познакомиться, пообщаться. Ну, да, я сейчас просто расскажу. У нас же есть вот базы на Земле, инопланетные. И когда туда летят, ну вот как сотрудники экипаж этих баз, они тоже, когда пролетают, они входят, они тоже на тарелках пролетают, и они входят в эти базы через подземные проходы, но люди этого не видят. Они видят просто вот как звезда пролетела. Такие вот случаи фиксировали. Такие были. Даже вот у нас был такой случай в прошлом году в Новохоперской аномальной зоне, там, где есть тоже база инопланетян, и там тоже спрашивали, а когда будут как бы меняться как бы персонал этой базы. И они там сказали, когда будут меняться, и там только видели, что звезда прилетела такая, ну, как спутник. Скажите, пожалуйста, а вот еще вопрос. Вот какой процент духа воплощается в ваше физическое тело из духовного мира? Вот у нас у землян 30%, а у вас какой процент духа? 23. 23, а все 70, остальные 7 остаются, 7-7. остаются в духовном мире, да? Да. А есть ли у вас контакты с другими цивилизациями, более древними, чем вы? У нас контакт со многими цивилизациями. А посещали ли вы до момента нашей Солнечной системы еще какие-то системы? Пролетали сквозь них. Также с исследовательской миссией? Ну, там тоже исследовали, да, то есть показывают, мы летим от момента, пока вот этот вот корабль, ну, на базе вот это, внутри вот этого астероида, он создан, как я уже сказал, на космической базе. То есть это какая как межзвездная станция, как база, только она висит в космосе, показывает такой как шар. И, собственно говоря, расстояние, да, на границе созвездий Стрельца и Скорпиона. И расстояние от этой космической базы до Солнечной системы составляет
То есть показывает, как 300, именно вот от космической базы 320, да, нет, да, меньше, 290 световых лет. Но в начале, когда этот корабль был создан, им управляли только роботы. А уже когда он был отбуксирован роботами в то место, где мы могли на него сесть, и от этого места до границ Солнечной системы оставалось около 59 световых лет. Ну, то есть вот какие-то вот как звезды, вот, которые на пути вот от созвездия, от вот этого вот места в созвездии Стрельца до Солнца, вот они вот как пролетали. Но некоторые были на более большом расстоянии от них, а некоторые на более близком. То есть это такой вот у них был. Экспедиция была запланирована 30, почти 30 месяцев, да, почти 30 земных месяцев назад. То есть это почти что 3 года прошло. Что бы вы хотели передать землянам нашей планеты? Какую-то, может быть, информацию, может быть, что-то личное рассказать, может быть, что-то пожелать. Я бы хотел я бы хотел передать вам, что ваша звездная система и вообще ваша планета очень интересны для галактики. И я бы еще хотел сказать, что мы не несем никакой угрозы землянам. Мы летим с доброй миссией исследования и для большего понимания того, как устроена Солнечная система, какие у нее тонкоматериальные цивилизации, чем она обладает. И мы хотели также изучить землян и природу Земли для большего понимания того, кто вы в галактике, то есть, ну, то есть именно какой цивилизацией вы являетесь, и в том числе для выстраивания модели взаимодействия с вами после вступления Земли в Межзвездный союз. То есть он показывает, что никак не угрожают, а просто изучить, кто мы. Ну, не только мы, ну, я хочу сразу подчеркнуть, что эта экспедиция связана вообще с изучением Солнечной системы. Вот последний вопрос, который я спрошу. Везете ли вы на корабле какую-то энергетическую сферу для того, чтобы погрузить ее в Солнце для помощи землянам в квантовом переходе? У нас есть прибор для взаимодействия с Солнцем, с солнечными плазмоидными цивилизациями. Именно помочь в квантовом переходе, ну, можно сказать, получить информацию и о том, какие процессы происходят на Солнце, и дать солнечным цивилизациям импульс для того, чтобы вот его как бы больше гармонизировать, чтобы не было вот, чтобы было меньше вот этих как вспышек, потому что очень бурно ведет себя звезда в последнее время. Ну, то есть остудить немножко пыл Солнца, я правильно Ну, то есть понимаю? это вот как еще гармонизация, потому что почему мы так решили, это не я решила, это вот есть такие ученые у нас здесь в составе, которые изучают звезды, как это по астрофизике. И они решили получить информацию о процессах на вашей звезде, на Солнце, и дать импульс, который гармонизирует внутренние солнечные слои плазмы, которые вызывают повышенную активность. А есть ли у вас еще какие-то интересные приборы, установки для нашей Солнечной системы? Ну, есть те, которые, вот как роботы, которые могут высаживаться на планетах, собирать как пробы каких-то минералов, почвы, растений, атмосферные зонды есть. Есть также биороботы, похожие на людей.
потому что у нас есть план этого биоробота впустить, ну, вот показывают, как на окраину какого-то, как крупного города, чтобы он под видом человека прошел и собрал информацию именно о жизни в городе. Но вы не, ваши службы, ваши люди, службы, в том числе военные службы и службы внутреннего правопорядка, они их не распознают, они не похожи на вас. Но это только один из планов вот из этих вот, в одной из этих 15 высадок. Я благодарю вас. Я благодарю за то, что вы вышли с нами на эфир. Смешно. Да, за всю информацию, которую вы дали. И уверен, что найдется много людей, которые захотят посетить ваш корабль. Поэтому заходите в Академию Ирины Подзоровой. Там есть астральное путешествие на корабль. И можете через это астральное путешествие попасть на корабль, который летит к нам, 3i Atlas, который является не родственником, а как это правильно назвать? Ума. И это тоже была наша цивилизация, но там была маленькая группа только ученых. Они тоже собирали информацию. И вот на основе собранной информации мы собрали более большую экспедицию, в которую уже вошли и ученые, и туристы. Большое вам спасибо. Ага, понятно. До новых встреч. Ребят, всем пока. Всем Встретимся спасибо. на ретритах. Приезжайте к нам в Воронеж. Да. Всем Благодарю пока-пока. всех. Пока, да.